А Acer умеет удивлять. На IFA 2024 представлено огромное количество разных ноутбуков, компьютеров, мониторов и вообще штук с искусственным интеллектом. А давайте, наверное, мы с вами поедем на IFA 2024 и посмотрим, что же такого представили именно Acer в плане новых рабочих ноутбуков, новых игровых ноутбуков, различных высокоинтеллектуальных плюшек, вернее плюшек с искусственным интеллектом. Так что давайте, поехали в Берлин. Ну что, друзья, IFA 2024, очень много людей. Я сейчас нахожусь на экспозиции Acer. Конкретно от них принял приглашение, потому что очень много было разных приглашений, но очень интересно было именно, что представит серьезная компания, и что будет очень интересного у нас будет там на экспозиции. Сейчас я иду на пресс-конференцию, обязательно что-то с пресс-конференции вам выложу, и потом демо-стенд. С демо-стенда вам все поснимаю, что у них тут будет. Короче, будет много интересного, еще интервью у нас одно запланировано. Так что следим. Ну а теперь поподробнее. Презентация была сумасшедшая, честно вам говорю. Сначала, конечно, нас чуть-чуть покормили, чуть-чуть все попили водички, кофе, чай, но это такие мелочи. Но что же представила сама Acer? А Acer представили огромное количество каких-то своих продуктов. И там получилось у нас, представлены были, вообще вся презентация была разделена на части. Было все это разделено на блоки. Сначала шли ноутбуки, планшет, некоторые мониторы и, конечно же, гейминг. Но была одна общая черта, которая их всех объединяла, это искусственный интеллект. Искусственный интеллект стал теперь во всем. При этом Acer уделила огромное внимание именно искусственному интеллекту и вопросу тому, что очень много разработок именно от самой Acer. Тут и касается и авторских прав, да, там на том, на чем обучается искусственный интеллект и тому подобных вещей, и самой реализации этого искусственного интеллекта. Все это реализовала конкретно Acer самостоятельно. Вот это вот немаловажный факт. Но давайте теперь по порядку. Сначала презентации были представлены Свифты. И в данном случае была представлена целая серия Swift 14 AI на Intel, Swift 16 AI на Intel и Swift 14 AI на AMD. Это если брать традиционные, допустим, те же самые x86 процессоры. Я имею в виду технологию x86. Что же было представлено? Swift 14 AI и Swift 16 AI на Intel, Swift 14 AI на AMD. И давайте посмотрим немножечко ближе на эти продукты. Сам по себе Swift, я все их вертел в руке, я всеми ими пользовался. Смотрите, он 1,26 килограмма. На Intel Evo Edition, Intel Core Ultra, до Intel Core Ultra 9. И знаете, чего вообще они меня поразили? До 29 часов ресурс батареи. До 29 часов. Теперь вдумайтесь, 3К OLED дисплеи. Там дело в том, что знаете как, там не совсем 3К OLED дисплеи, там идут вариации. Существует, например, в том же самом Swift 14 OLED, в Swift 14 AI Intel, кстати, их назвали Copilot PC, потому что это первая реализация Copilot плюс PC именно от Acer. У них было, вот я сейчас смотрю, какие будут экраны, у них будет один IPS 14-дюймовый 1920 на 1200 и будет 2 OLED экрана, такой же Full HD+, и плюс будет 2880 на 1800. В 14-дюймовом будет до Intel Core Ultra 7 процессор 258W, до 32 гигов LPDDR5 памяти, Intel Arc графика, до 1 терабайта PCI Express Gen 4 SSD, и все это дело у нас вот именно 1,26 килограмм, 201 килограмм 260 грамм. Это, ребят, это просто очень-очень мало. Но это не рекорд. То, что представили дальше, меня просто-напросто поразило. Он раскладывается на 180 градусов. 16-дюймовый, более большой. Кстати, что очень прикольно, у них даже, знаете что, в 16-дюймовой у них будет два экрана, оба будут 2880 на 1600, один OLED, один IPS. И здесь уже будет до Intel Core Ultra 9 288V, те же самые 32 гига LPDDR5, и вес у него будет 1,5 килограмма. У него нужен на 65 ватт.
адаптер. И, кстати, все эти ноутбуки, они завязаны уже на Wi-Fi 7. Это очень немаловажный момент. А теперь на секундочку. У них 90 Гц на OLED дисплея частота обновления, 100% покрытия DCI-P3, HDR дисплей еще и сенсорный. То есть на секундочку, сенсорный. И тут уже они начали делать упор на искусственный интеллект. Как они заявляют, 300 функций искусственного интеллекта. И вот давайте до него дойдем. Написано искусственный интеллект Acer. Это не просто автоматизация, это расширение ваших возможностей. Про видеозвонки. Тут дело в том, что у них есть функция PureField 2.0 и PureField Voice 2.0. Оптимизирует качество видеозвонков, автоматическое кадрирование и там есть. Очень четкое шумоподавление, тройной микрофон, очень кристально чистый звук. И действительно, когда я сидел на презентации, огромные экраны, мы смотрели на качество вот этого всего дела, и там даже такой один очень шуточный ролик был, да, там женщина на вечеринке, она типа рассказывает в бизнес каком-то, в бизнес-видеоконференции о том, что вокруг все замылено, она говорит, почему так шумно, ну там такая очень шуточная ситуация, и все это благодаря именно искусственному интеллекту. При том, что здесь именно локальный искусственный интеллект, это Acer Assist, новое приложение, это персональный помощник на основе искусственного интеллекта, который работает конкретно на вашем устройстве, то есть никаких облачных вычислений, конкретно с помощью вот этих вот NPU ядер, которые есть в Intel Core Ultra. Он анализирует ваши локальные файлы, помогает найти необходимые документы по контексту. Это очень немаловажный момент, и вам просто нужно написать запрос. Также есть, конечно, и баловство, как я считаю. Это значит, что он может генерировать, например, персонализованные фоны. У нас есть удовольствие от творчества, как они, Acer Live Art 2.0. Это вы можете редактировать свои, скажем так, искусственно-интеллектуальные стикеры, чтобы их наклеить где вы, там, знаете, или когда вы сделаете снимок экрана или откроете изображение, на экране появится интуитивно понятное меню, где вы получите всю необходимую информацию. Acer User Sensing, это 2.0, кстати, это на базе искусственного интеллекта, он определяет, что вы конкретно, вы сидите рядом. Даже уровни безопасности, все построено на искусственном интеллекте благодаря нейронному процессору NPU Swift, который у них есть, этот в базе с этим, грубо говоря, Intel Evo, да, новым, который на Intel Core Ultra. Ну и, конечно же, Bluetooth 5.4 новиночка прям в ноутбуках и Wi-Fi 7 уже на постоянной основе. А знаете, что у них еще прикольно? У них покрыто вот этот вот тачпад Corning Gorilla Glass с Activity индикатором, у них такой отдельный Activity индикатор и очень богатый набор интерфейсов. Чтобы вы понимали, у них 2 USB 4 на Thunderbolt 4, 2 USB A на USB 3.2 и порт 3.5 даже сделали, еще и HDMI 2.1. То есть, все конкретно для работы, развлечения, для дома вообще отлично. То есть 14-16 дюймов. Но это еще не все. Так, назад. Они представили такой же копилот PC на Swift 14 AI на AMD с новым процессором AMD Ryzen. Вот, смотрите, у них тоже вот, они прям представили AMD Ryzen AI 300 серия, то есть 300 серии, копилот PC, копилот плюс PC OLED 3K экран, Wi-Fi 7 и батарея до 27 часов. Вообще с вот этими часами это прям вообще какая-то сумасшедшая. Лиса, прикинь, короче, батареи по 29, по 28 часов, по 27 часов. Вот так вот. Да, вот так вот, больше, чем сутки батарея держит. То есть это они вот представили вот эти вот энергоэффективные интеллектуальные ноутбуки, вообще, понятное дело. Я тоже хочу такую цену, будет скоро, ссылочки разместил в описании под видео, кстати, ребят. Теперь поехали. У него тоже сенсорный 2К IPS дисплей, 3К 120 Гц IPS дисплей, есть варианты, да, то есть 3К OLED, 3К 120 Гц IPS, вот в чем разница, то есть 3 OLED на 90, IPS на 120 Гц. А теперь тут самый прикол. AMD Ryzen AI 9, 365 процессор на графике AMD Radeon 880M. Чтобы вы понимали, на нем даже играть можно нормально, даже в Киберпанк можно на средне-минимальных настройках пошпилить. Я вам серьезно говорю, 27 часов батарея. Тут уже у нас выходит действительно очень крутая тема. Смотрите, субтитры в режиме реального времени, лучшее качество видеозвонков, примерно все функции искусственного интеллекта примерно одинаковые во всех ноутбуках. Просто здесь у нас начинка немножко поинтереснее.
Я использую, например, у меня вот передо мной есть ноутбук на Intel Core i7, а дома я использую только на AMD Ryzen. Правда, 9 серии, такой без искусственного интеллекта. Очень хочу пробовать, очень хочу переходить. Выпускаться будет в 3 вариантах. 14-дюймовый 2880 на 1800 OLED, 2880 на 1800 IPS и 1920 на 1200 IPS Touch Display. Вот так вот. До 2 терабайт, в отличие от Intel версии, до 2 терабайт будет у них SSD на Gen 4. PCI-Express, я имею в виду, AMD Radeon 880M график, само собой, видео можно монтировать, слушайте, здесь прям, вот в отличие от Intel Arc, видео 880M будет помощнее, конкретно помощнее. Ну и все те же самые функции, кстати, камера здесь 1440p, очень редко можешь встретить конкурентов не в самом таком ультра дорогом бюджете, да, там, где есть 2К камера, еще и которая еще оптимизируется с помощью искусственного интеллекта. Действительно очень интересно было, очень прикольно. Что у нас еще представили? SwiftGo. SwiftGo очень интересная штука, я прям хотел бы его подержать в руках именно для постоянного использования. Там была очень классная тема, когда я подошел к нему, я сразу не понял, что он на Qualcomm процессоре, а это именно на Snapdragon X+, чтобы вы понимали, тоже копилот плюс PC, 28 часов батарея, заявляют, 28 часов, знаете, как вот все эти часы считаются, это максимальное время воспроизведения видео. То есть 28 часов, ты включил видео и смотришь. Это даже не на минималках? Да, это даже не на минималках, ты просто смотришь видео, да. Допустим, веб-браузинг это будет там 20 часов, потому что там начинаешь какие-то действия еще, допустим, делать, да, 28 часов видео. Тебе кино надо. А теперь смотрите. 2,5К экран, до 32 гигов LPDDR5, до 28 часов батарея. Опять тот же самый копилот, мгновенный отклик и все те же самые функции искусственного интеллекта, о которых я говорил с самого начала. Но тут у нас алюминиевый корпус с ограненными краями, он тонкий, и опять тот же самый индикатор активности, который они представили, все то же самое покрыто у нас Corning Gorilla Glass на тачпаде, да, на Activity индикаторе. Wi-Fi 7, а вес этого SwiftGo, знаете сколько? 1,34 килограмм 340 грамм, 65 ватт зарядка с Wi-Fi 7, и опять те же самые Acer Sense, Acer Turfs 2.0 для улучшения голоса, Purified View 2.0 и Acer User Sensing. То есть все те же самые функции, о которых мы говорили. Все это необычайно экологично, все как обычно. А вот то, что меня действительно удивило, это TravelMate P614 AI. Это вообще просто крутая штука. При том, что, я вот вам сейчас скажу, там у него есть, он сертифицирован по военному стандарту MIL STD810H. Это вот та штука, которую можно таскать с собой. То же самое с искусственным интеллектом. Давайте я вам сейчас скажу тут один момент. 14-дюймовый будет 2 варианта дисплея. Один не тач-дисплей на 2880 на 1800 IPS, второй IPS 1920 на 1200, но будет и тач, и не тач, вот в таком варианте исполнения. Здесь будет Intel Core Ultra 7 процессор максимальный, это 268V, который до 32 гигабайтов памяти и Intel Arc графика до 1 терабайта SSD. А вот теперь дальше. Само собой, здесь будет опять же 2К камера. Здесь будут все фишки искусственного интеллекта, тот же самый тачпад с покрытым дисплеем. Вот я, знаете, я вам сейчас говорю, вы, наверное, у меня резонно спросите, а в чем разница со свифтами? Со свифтами-то в чем разница? А в том, что он меньше 1 килограмма весит. Он его трогаешь, когда на выставке его начал, я просто его поднял, я думал, что он тяжелее, да, его такой раз, а он легкий, как не знаю что, и это просто-напросто нереально легкая, классная штука, которая мне очень-очень понравилась. Все те же самые функции, он точно так же классно держит батарею, в нем Wi-Fi 7, 2, до 14 часов работы, все-таки, конечно же, размер имеет значение, и чем меньше размер ноутбука, тем меньше часов работы он проработает, 14 часов, извините меня, это тоже немало. Это целый рабочий день. И это тот ноутбук, который вы можете взять с собой и просто-напросто носить. То есть вы можете не бояться, что вы его повредите. У него MIL STD810, это, знаете, для путешествий. Это когда тряска, удары, брызги, он все это выдержит спокойно, потому что я работал с устройством на MIL STD810, это очень-очень круто. А вот что же у нас произошло дальше. Дальше я перешел, давайте
если у нас здесь идет нитро, давайте уже в игровую зону чуть, а потом в очень интересную, ну, здесь не нитро. Кстати, вот меня в комментах всегда ругали, что нельзя говорить нитро, а надо говорить нитро. А знаете, что говорят сами руководители вот этого вот Acer, когда делал презентацию? Нитро. 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 Так я так и говорил нитро в своих обзорах. А на меня исправляли, говорили, что нитро надо говорить. Нет, нитро, ребят, нитро. Это говорят сами производители. Ну, тут меня, короче, просто-напросто порвало, когда презентовали Nitro Blaze 7. Вот когда мне сейчас скажут, да что мы там нового увидим, вот это вот Nitro Blaze 7, есть уже и ROG Ally, и Steam Deck, и куча девайсов. Ну, во-первых, это первое устройство, которое построено не на вот том вот AMD X, там Z какие-то процессоры слабенькие, а это конкретно построено на AMD Ryzen 7 8840 HS. Я обожаю этот процессор. С мобильной графикой 780M, это полноценная мобильная платформа, как у ноутбука, а не как у портативной консоли. Но все это в форме портативной консоли с классным охлаждением. На секундочку. От 10 до 30 Вт. AMD FreeSync премиум экранчик, 7 дюймов, Full HD, с тач-панелью 144 Гц и невероятной яркостью в 500 нит. 16 гигабайт LPDDR5, до 2 терабайт M2 NVMe формата 2280, то есть это полноценный ноутбук. У него есть два Type-C 40 гигабайт, microSD-шечку можно влепить и батарейка 50 ватт-часов. Ребята, плюс еще в подарок дают PC Game Pass на 3 месяца. Невероятная штука на самом-то деле. До 5,1 ГГц, 8 ядер, 16 потоков. И я честно вам скажу, вот я очень хотел бы его заиметь. То есть реально его можно использовать как полноценный ноут. Вот такой вот переносить его, ну прикинь, нет, этот больше, у него 7-дюймовый, ну, ты можешь себе представить 7-дюймовый, вот как планшет, только не вытянутый, вот как этот, а он более такой квадратный, то есть он реально большой. Вот я на видео сейчас ребятам показываю, он реально классный. А так ты маленький, ты сможешь подключить к нему внешний монитор через Type-C. И у тебя будет конкретно мощный мини-ПК, который ты можешь брать всегда с собой. 7 миллисекунд, час отклика экрана. То, что можно дорастить, поставить, допустим, 2280 NVMe SSD, это очень круто. И при том, знаете, что они еще сделали? Они сделали приложение Acer Game Space, которое упрощает навигацию и объединяет все разные учетные записи, например, там Steam, например, Xbox, да, там и все остальные, и находит в них игры и выводит это все в Acer Gamer в Game Space. То есть одно единое пространство для различных платформ. Очень удобно, очень удобно. Я поиграл чуть-чуть, он не шумный, на Windows 11 и прям вот я кайфанул. Это одно из тех, вот если бы я сейчас выбирал бы между Steam Deck'ом, допустим, тем же самым Ally, пусть на меня не обижают другие производители, но это действительно плюшка, которую выпустили вот знатно, прям вот знатно она зашла на рынок. Хочу вам показать Nitro V14. Там дело в том, что были не только Nitro V14 презентованы, были презентованы еще другие Nitro ноутбуки. Сейчас мы с вами посмотрим давайте сначала... давайте, черт возьми, посмотрим на Predator Project Dual Play. Я сейчас включу здесь прям вот презентацию, разверну на экранчик, и вы посмотрите. Дело в том, что это та штука, которую увидев я понял, что я ее хочу. Никакой сейчас ROG серия, никакие там другие MSI или что-то еще меня вообще не возбуждают. То есть вот эта штука, когда ты ее подержал в руках, ты понимаешь, что ты можешь иметь и консоль, и игровой ноутбук, и рабочий ноутбук, еще и с вот этим вот подсветкой 360 и просто невероятными возможностями. Я не знаю, это концепт, я вам сразу говорю, это концепт, само собой, это самая мощная начинка, его нет в продаже и не будет. Жалко, что он не будет продаваться, этот Project, я прям вообще в него влюбился, но я так понимаю, что скоро мы увидим нечто подобное. Но то, что было прикольно, это Nitro V14. Объясню. Знаете, вот когда хочется во что-то поиграть, допустим, где-то в пути, а у вас и хочется маленькое, да, вот Acer Nitro V14 AMD. Сразу говорю, смотрите, у нас серия 8040 AMD Ryzen,
графической карточкой RTX 40 серии. У него 14,5 дюймов экран, вот 8845 HS. Кстати, чтобы вы понимали, а вот я сейчас посмотрю, у этого ноутбука, сейчас, у него такой же, почти такой же процессор. Здесь 8845, а там 8840, как у Nitro Blaze 7. Прикинь? Ну и короче, он беленький. Вообще его там позиционировали, в принципе, как женский вариант, ну либо молодежный вариант, потому что 8 ядер, 16 потоков, у него 4050 графический процессор, искусственный интеллект для игр. Кстати, искусственный интеллект уже везде, и для продуктивности и развлечений, искусственный интеллект для создания контента, а это значит, что, знаете как здесь, улучшайте процесс создания контента с помощью более чем 100 приложений для творчества с поддержкой искусственного интеллекта и ускорением RTX. В частности, тут Adobe Creative Cloud, Blender, DaVinci Resolve, OBS Studio, эксклюзивным набором инструментов искусственного интеллекта от NVIDIA Studio. Вот такая вот штука. На 4050 неплохой проц, экранчик у него 2560 на 1600, 120 Гц, дисплейчик sRGB 100%, то есть и для работы, и для игр 16:10. Соотношение сторон, хотя мне 16:10 не нравится, 16:9 более люблю. Если ты любишь кино посмотреть, те, кто любят посмотреть кино, те понимают. И опять те же самые технологии искусственного интеллекта. Что еще представили? Iconia X12. По поводу Iconia X12. MediaTek Helio G99 8-ядерный. Я очень много работал с этим, скажем так, процессором. Процессор мне сам по себе нравится, но давайте так, я внесу ложку дегтя. В Iconia я бы ставил бы чего-то по типу Snap, при этом чуть-чуть помощнее. Он оснащен неплохо пером, оснащен, вот знаете, у него формат Microsoft Surface, и у него LPDDR 8 гигабайт, сенсорный дисплей AMOLED на основе AMOLED матрицы с диагональю 12,6 дюйма, 2560 на 1600 с обновлением экрана 60 Гц и яркостью 400 нит. Кстати, это очень неплохо. Стереосистема с 4 динамиками, и у него есть батарея на 10 тысяч мАh на Wi-Fi 5. Что я скажу? Знаете, попытались сделать инструмент для путешествий и работы вот где-то в полях, где вам не нужен полноценный ноутбук. Я пока для себя не определил нишу этого планшета. Ну, мы понимаем, что для кого он подходит. Он подходит для тех, кто путешествует, для тех, кто много ходит, но для меня непонятен немного выбор процессора. Хотя, когда я клацал, мне понравилось его быстродействие, мне очень понравилась его работа, и, честно говоря, вот я был в восторге от него. Из того, что не попадет в Украину, к сожалению, был представлен Predator Orion 7000, очень классный комп, но об этом сейчас чуть попозже. Был еще Nitro V16, который оснащен Intel Core 14 поколения и видеокартой GeForce RTX 4060. Опять же, туда нафигачили искусственного интеллекта и чуть-чуть улучшили, поставили высокоэффективную систему охлаждения с 4 каналами забора и вывода воздуха. И когда вот, кстати, знаете, насчет Predator, сейчас скажу, насчет Predator 7000. Вот этот вот Predator Orion 7000. Да, его не будет в продаже в Украине. У него очень новая система охлаждения Cyclone X360. У него процессоры уже следующего поколения Arrow Lake. То есть это презентована была база для более лучшего уже гейминга, скажем так, для новых процессоров с NPU, само собой. 128 гигабайт двухканальная DDR5 память на GeForce RTX 4090. Когда мне сказали, я почитал, ничего там интересного, вы хотя бы когда почитали, скажите, какой там процессор. Никто еще не знает, потому что это для будущих процессоров. И самое интересное, в них предустановлено, вот смотрите, в них предустановлен Predator Sense 4.0, само собой, который позволяет уже регулировать разгон, регулировать различные опции работы ARGB и RGB подсветкой. У него модули беспроводной связи Wi-Fi 7. И, конечно же, это новейшая система, которая охлаждения, именно уже под новые процессоры, которая разрабатывалась, обеспечивает на 15% лучшей эффективности или на 9 градусов даже снижения температуры по сравнению с предыдущей
предыдущими версиями. То есть сам по себе вот этот вот Orion 7000, он как будущая платформа очень-очень крут. А были также представлены некоторые мониторы. В частности, самый классный монитор, который мне понравился, это был Acer CS322 QK. Он был представлен в разных размерах, кстати. Ну, я конкретно делаю на этом. Внимание, 32 дюйма, IPS матрица, 14 миллисекунд отклик. И что самое прикольное, 350 нит яркость для монитора, это отличная яркость. Покрытие DCI-P3 98%, 10 бит, имеется в виду 8 бит плюс FRC, и у него встроенный WebOS, и есть полноценный пульт с Netflix, и по сути он заменяет дополнительный телевизор. То есть ты можешь поставить себе его на рабочий стол, если у тебя небольшое пространство, но ты работаешь на большом мониторе, у тебя будет еще и дополнительный телек. То есть это будет изначально телек с Netflix и со всеми фишками. Это очень круто. Был представлен он в разных вариациях, разного размера. Конечно же, были дополнительно представлены Nitro мониторы, были представлены Predator. Вот, кстати, Predator меня вообще заинтересовали. Я вам сейчас покажу. Именно, смотрите, Predator XB273 UF5. Здесь и дисплей HDR 600, и 0,1 секунда, и 0,1 миллисекунда отклик, и NVIDIA G-Sync 360 Гц. Он UHD, то есть видите, 4К, ну это очень-очень круто. На самом, с очень низкой задержкой. То есть по игровым мониторам выступили очень круто. При этом покрытие DCI-P3 90% и Delta E меньше 1. То есть это точность передачи цветов. Вот, кстати, у нас целая серия этих мониторов была. Были также Nitro мониторы различного размера, и они тоже меня очень сильно удивляли. Чем удивляли? Смотрите, у нас IPS матричка 2560 на 1440, и при этом они были представлены и 500 Гц, и 520 Гц. Ребята, и Full HD версия, вот Full HD версия была 520 Гц, а 500 герцовые были 2К версия. 400 нит яркость. sRGB 99%, ну, кстати, в 2К было 250 нит, а уже в Full HD 400 нит. Ну, видите, чем меньше получается, ставят разрешение экрана, то тем лучше у нас, конечно, показатели яркости, герцовки, потому что легче реализовать. Сами по себе мониторы очень крутые, действительно, по игровым мониторам очень классно заходит Acer. Был еще представлен проектор, который, честно говоря, меня хоть и заинтересовал, но не за проекторами я туда ездил. Хотя там 3200 ANSI люмен яркость и, честно говоря, нативные Full HD с очень классной яркостью могли бы меня как-то заинтересовать, но нет. Чего мне не хватило? Мне не хватило роутеров. С учетом того, что сейчас Acer у нас делает шикарные роутеры. Давай, показывай мне Predator наш, тащи сюда. Я вам объясню, скоро выпущу обзорчик. Predator роутеры. Ну, видите, сейчас Acer очень круто заходит в Украину с вариантом того, что у нас можно теперь купить и Predator монитор, и Predator, допустим, ноутбук, и Predator роутер. Хотя на самой вот презентации там были роутеры Wi-Fi 7, какие-то даже mesh-системы. Я их, к сожалению, не увидел на самом, ну именно на презентации показывали как в пресс-релизе, а на самой презентации их, к сожалению, не было, мне их не хватило. Но давайте перейдем и сделаем выводы. Ну что, убедились? Acer представил действительно очень крутые штуки. Искусственный интеллект теперь приходит полностью в нашу жизнь. Я, конечно, хотел бы, я вам расскажу секрет, я вот за этот ноут, который там доставался, этот геймпад предлагал 5000 евро. Говорил, я вам даю 5000 евро, я уезжаю прямо сейчас с ним. То есть я готов, я доставал 5000 евро, говорил, все, дайте мне, сказали, не, иди гуляй со своей пятеркой. Знаете, да, вот Predator, видите, я хочу Predator себе новый ноут, хочу Predator новые плюшки. И, кстати, скоро у нас будет обзор роутера Predator. И вообще Predator теперь можно купить в Украине и роутеры, и ноутбуки, и мониторы, и все что угодно, все в одном комплексе. В украиноязычной версии будет еще интервью с двумя крутыми чуваками из Acer. А мы с вами прощаемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.